Добрый день, друзья! Сегодня будем пересаживать орхидею радуга. Но не пересаживать, а отделять детку от материнского растения. Я вам ее уже показывала. Помните, что материнское растение имеет какое-то заболевание. Видите, у нее листья красные. Но она выпустила вполне здоровую детку. И детка уже взрослая, с корнями, с растущими корнями. Ее нужно отделить и посадить отдельно от материнского растения. Видите, какая большая детка? И корней много. А вот у меня еще одна детка есть. Вот эту рано пересаживать. Потому что и детка еще маленькая, и корешков на ней нет. Нужно ее оставить на материнском растении до того момента, когда она подрастет и выпустит свои собственные корни. А вот эту орхидею пора рассаживать. Как определить, где их разделить, сейчас будем смотреть. Для этого я извлеку орхидею из горшка. Посажена орхидея была в керамзит с циафлорой. И буду внимательно разглядывать, где же они соединяются, где материнские корни, где корни детки. Иногда бывает, можно потянуть, и они сами разъединятся. Но здесь еще не получится так. Так как я не собираюсь сохранять материнское растение, сложно найти, где же они соединяются. Ну вот здесь, наверное, будет лучше видно. Вот место, где материнское растение выпустило детку. Но они очень плотно находятся друг к другу. Я не знаю, видно вам будет или нет. Я немножко их разделяю руками. И вот сюда ввожу секатор. Это корень детки. Вот хочется ввести секатор, но боюсь, что сломаю корни детки. Может быть, просто оторвать материнское растение руками. Лучше руками разделить. Бывает, нужно разрезать, бывает, нужно потянуть, и они сами разделяются. Так получается лучше. Но один какой-то корень повредился, но это не страшно. Теперь нужно достать корни и отделить друг от друга. Вот так. Я поранила один корень. Вот он. И вот место роста детки. Поврежденные места нужно сразу обработать или толченым углем, или молотой корицей, или перекисью водорода, чтобы закрыть эти ранки сразу. Сейчас я принесу перекись водорода. Не оказалось у меня перекиси водорода, остался только хлоргексидин. Им тоже можно обработать, но зато я нашла молотую корицу, настоящую корицу. Сейчас присыплю с корицей. Вы не переборщите. Чем больше насыпете, тем для орхидеи лучше.
И сразу можно сажать. Вот так присыпанные корицей корни. Корица очень благотворно влияет на корни орхидеи. Поэтому не бойтесь, если насыпали очень много. Часто даже корицей просто посыпают горшки или корни для роста. Помещаем орхидею в горшок. Горшок 1,2 литра. Ой. О, вот здесь еще можно насыпать немножко. Ну, в общем, засыпаем сегодня все корни корицей. Это не эксперимент, я так делаю, просто вам ни разу не показывала. Как-то рассказывала очень давно про корицу, про куркуму. Это все природники и очень хорошо влияют на корни орхидеи. Нельзя от них ждать какого-то волшебства, но работают они в долгую и прекрасно. Заживляют раны на корнях. Засыпаю кору с керамзитом. Даже если потом при поливе корица будет разнесена по всему горшку, это тоже хорошо. Но со вторым поливом чаще она вымывается. Ее там не останется. Но если вам нравится пользоваться корицей, вы можете еще и еще подсыпать ее. При посадке шеи орхидеи должна остаться на уровне грунта. Нельзя в грунт помещать шею орхидеи, должен быть доступ воздуха, а все корешки можете присыпать. Поливать такую орхидею буду через 3 дня. В корнях у нее достаточно влаги. За 3 дня зарастут и затянутся все рамки на корнях, и тогда можно делать полив. Ну и понаблюдаем, как будет расти эта прекрасная орхидея радуга. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале.